Всем привет, с вами Ксюша и вы на канале Креативный слой. В прошлом видео я показала, как сделать интересный вариант скалы, который подходит как для стен, так и других элементов интерьера. Работу я производила на фасаде подстолья, и сейчас на нем уже установлена столешница, но пока что она не задекорирована. Это я сделаю в следующем видео. Во всех своих роликах я всегда рекомендую перед работой на объеме сделать образец, что-то вроде этого. Он позволяет понять, как себя ведут материалы и поэкспериментировать с разными цветами и элементами техники. Это даст вам опыт, который поможет в дальнейшем, но сам по себе образец после его создания будет просто бесполезным. В этом ролике я покажу, как совместить тренировку по имитации камня и при этом получить интересный предмет для дома или сада. Создание такого кашпо отлично подойдет как для тех, кто хотел бы попрактиковаться перед созданием скалы в интерьере, так и для тех, кто просто хочет попробовать свои силы в творческой работе. Первым делом необходимо создать основной объем будущего камня при помощи пенополистирола. Я его уже нарезала и сделала отверстие для цветка. Цветочный горшок должен легко туда помещаться и иметь небольшой запас свободного места. Теперь подготавливаем пенополистирол. Беру обычную вилку и делаю не очень глубокие насечки. Таким нехитрым образом обрабатываем все детали с двух сторон. После этого приступаем к их склеиванию. Делаю я это при помощи монтажной пены. Нанесла. Далее беру распылитель с водой и смачиваю пену. Отлично! Можно склеивать все подготовленные детали из пенополистирола. Собрали вот такую вот конструкцию, и только после того, как пена полностью отвердеет, приступаем к подрезке. Делаю я это при помощи канцелярского ножа. На этом этапе мы задаем основные очертания будущего домика для цветка. Чтобы форма получилась интересной, заранее найдите фотографию кашпо под камень и ориентируйтесь на этот пример. Плюс добавляйте что-то от себя, чтобы работа была уникальной и в ней чувствовался ваш стиль. А так ничего сложного тут нет. Пенополистирол достаточно хорошо режется обычным канцелярским ножом. Просто постепенно убираем все лишнее, пока не получим нужный результат. На первых этапах важно задать интересную форму будущего домика для нашего растения, но не менее важно, чтобы и сам жилец чувствовал себя отлично и выглядел здоровым. А весна – это время, когда наши зеленые питомцы особенно нуждаются в поддержке. После зимы, недостатка света, сухого воздуха от батареи многие растения выглядят уставшими и плохо растут. Простого полива часто недостаточно. Чтобы помочь своим растениям быстро восстановиться, набраться сил и пойти в рост, я уже не первый сезон применяю вот такой комплекс витаминов аминосил. Использовать концентрат очень просто. Я добавляю всего 5 мл на литр воды. Таким раствором можно и поливать под корень, и опрыскивать по листу. Всего пару недель назад после пересадки растение совсем сникло и грустно было смотреть. Витамины сработали отлично, и оно заметно окрепло. Что мне особенно нравится в аминосил: во-первых, это стопроцентная органика, никакой вредной химии дома. Во-вторых, это средство 4 в одном. Оно дает питание, снимает стресс, например, после пересадки, стимулирует рост и даже помогает укрепить иммунитет растения. Это очень удобно и экономично. Один флакон заменяет сразу несколько препаратов. Так что, если хотите поддержать свои растения весной и видеть их здоровыми и красивыми, рекомендую попробовать. Аминосил – это витаминный комплекс для ваших растений. Я его заказываю на Wildberries. Это очень удобно. Ссылочку оставлю в описании под видео. Теперь создаем армирующий слой. Для этого нам потребуется стеклотканевая сетка и цементный клей. Начинаю с заполнения днища нашего кашпо, нанося клей слоем примерно от 3 до 5 мм. Готово. Ставлю его прямо на стеклотканевую сетку и продолжаю наносить клей уже на боковые грани. За толщиной слоя можно особо не следить. Главное не оставлять голых участков пенополистирола.
Нанесла клей на небольшой участок и перехожу к сетке. Чтобы удобнее было с ней работать, беру ножницы и разрезаю от края к центру. У нас должны получиться вот такие лепестки из сетки, которыми мы укрываем кашпо. Далее утапливаем сетку в клей. Это можно делать при помощи шпателя или кисти, как я показывала в другом своем видео. Сетку перед работой я хорошо смяла, чтобы она была менее жесткой. Так легче наносить ее на изгибы фактуры. Но даже при этом есть места, где возникают проблемы. Поэтому берем ножницы и обрезаем ее так, чтобы легче было обернуть сложный рельеф. После армирующего слоя приступаем к созданию мелкой фактуры камня. Делать я это буду при помощи цементной штукатурки. Для начала заполняем место, где у нас будет в дальнейшем располагаться цветок. Полностью на всю глубину я это не делаю, а наношу штукатурку только в верхней части. 3-4 см будет вполне достаточно. Готово. Теперь ставлю горшок и утапливаю его. Далее берем шпатель побольше и заполняем всю оставшуюся площадь кашпо. Вначале наношу тонкий слой, чтобы штукатурка зацепилась за поверхность, а потом добавляю еще 2-3 см, где-то больше, а где-то поменьше. При покупке штукатурки обращайте внимание на максимальный слой нанесения за один раз. Это указано на упаковке. Подойдут варианты с толщиной нанесения от 3 до 5 см. Заполнили всю поверхность толстым слоем штукатурки и теперь укрываем ее пленкой. Пленку я специально взяла прозрачную, чтобы вы хорошо видели, как при помощи ложки формируется мелкий рельеф. Главное тут применять не слишком толстую пленку, иначе она не будет приклеиваться к цементу в контакт. И в этих местах материал будет неравномерно высыхать. А так ничего сложного тут нет. Просто формируем рельеф разными сторонами ложки, чтобы он получился более разнообразным. Таким образом сформировали фактуру под пленкой и оставляем штукатурку до следующего дня. Обычно в таком виде я оставляю материал на 12 часов. В этот раз получилось так, что он остался на 40. Материал под пленкой стал уже очень жесткий. Сейчас посмотрим, получится ли его подрезать. Аккуратно снимаю пленку, и нам открывается весь мелкий рельеф, сформированный при помощи ложки на предыдущем этапе. Беру кисть и шпатель и пробую подрезать штукатурку. Обычно на этом этапе я увлажняю материал водой и растираю его кистью, но сейчас я этого делать не буду, так как это уже ничего не даст, а шпателем еще можно попробовать что-то сделать. Судя по цвету штукатурки, она еще не полностью высохла и в принципе поддается подрезке. Главное сейчас убрать белесые гладкие отпечатки от пленки и вскрыть песок, содержащийся в штукатурке. Это создает мелкую текстуру, очень похожую на ту, что есть у настоящего камня. Покупая штукатурку в магазине, обращайте внимание не только на максимальную толщину нанесения, но и на фракцию песка. Обычно на палете с мешками есть немного рассыпанного материала, и по нему можно легко определить, какой фракции песок содержится в данной штукатурке. И чем он крупнее, тем он лучше подойдет для данной работы. Меняю шпатель на канцелярский нож и делаю мелкие трещинки, сколы и царапины. Такие детали придадут большую натуральность.
Сделав подрезку и вскрыв песок, содержащийся в штукатурке, хорошо очищаем поверхность при помощи кисти, и вот такая интересная фактура у нас получилась. Пришло время придать нашему камню цвет. Набираю на кисть белую краску и хорошо обтираю ее об тряпочку, чтобы на кисти оставалось как можно меньше материала. Теперь легкими движениями, без сильного нажима, прокрашиваю вершины фактуры. Краска ложится еле заметным слоем на выступающей грани камня и подчеркивает мелкие песчинки. Все это проявляет форму и усиливает объем. Нанесла белую краску. Теперь беру светлый кирпичный цвет и переношу на тряпочку, чтобы было удобно набирать на губку. Я использую морскую губку, но если ее нет, то можно взять обычную, немного ее разорвать, чтобы она имела неровные края, и работать ей. Этим цветом мы создаем хаотичные крапинки по всей поверхности камня. При желании таким же образом вы можете добавлять несколько оттенков камня. Это улучшит мелкую детализацию. Закончили со вторым цветом краски и можем переходить к самому интересному – нанесению колер-пасты. Начинаю я с черного цвета, окрашиваю им углубление фактуры, чтобы создать эффект тени. Нанесла колер на небольшой участок и размываю его водой. Тем самым мы равномерно распределяем цвет по всем вершинам и при этом подчеркиваем углубления и трещины. Плюс при таком способе покраски мы получим очень мелкие черные вкрапления по всей поверхности. Таким образом наносим черный колер во все углубления и переходим к следующему. Для этого я смешиваю оранжевый, синий и белый. Полностью я эти колоранты не соединяю, а создаю небольшую палитру с немного разными по оттенку цветами, от желтовато-бежевого до оливкового. Тем самым получаю разнообразные оттенки одного цвета. Наношу эти цвета на плоские выступающие участки камня, придавая поверхности более натуральный вид. На этом этапе я не только размываю колорант водой, но и растираю его при помощи кисти. Это позволяет управлять его распределением и дополнительно смешивать новые цвета с черным. Я использовала разные по насыщенности цвета, которые дают резкие переходы по цвету. И чтобы снизить излишнюю контрастность камня, наношу поверх белый пигмент. Не бойтесь наносить его на черные участки, от этого они белыми не станут, а только немного посветлеют. Именно это и снизит контраст.
Колер паста полностью высохла и можно переходить к грунтованию. Удобнее всего грунт наносить при помощи распылителя. Чтобы не создать слишком толстую пленку на поверхности, рекомендую использовать пропиточный или грунт глубокого проникновения. Перед нанесением разбавьте его водой 1:1. После нанесения грунтовки и ее высыхания создаем защитный слой при помощи лака. Если такое кашпо вы делаете для использования на улице, то применяйте не интерьерный лак, а лак для наружных работ. Подойдет лак по камню. Таким образом обрабатываем всю поверхность, ждем полного высыхания материала, и вот такой результат у нас получился. В этом видео я показала, как с помощью экспериментов по созданию искусственного камня можно сделать стильный и необычный элемент интерьера. В таком уютном домике моему цветочку будет очень комфортно. Думаю, ваши растения с радостью переедут в кашпо, стилизованное под камень. Надеюсь, это видео вдохновит вас на создание своих необычных работ и подарит удовольствие от творчества. А на сегодня у меня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Всем удачи, здоровья, пока!